Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вас познакомить, уже давно хотел познакомить, но из-за того, что все никак не мог с аккумуляторами разобраться, то так она у меня и лежала отдельно камера, кинокамера Киев 16E, 16 миллиметров, и обозначает буквочка то, что это кинокамера с электроприводом. Такая особенность у нее то, что она очень компактная, такая маленькая. Для путешествия можно использовать. И то, что ее можно заряжать полноценными 30 метрами 16-миллиметровой кинопленки. Точно так же, как и Альфа полуавтомат. Они, кстати, чем-то похожи. Я имею в виду креплением C-mount. Здесь это крепление одинаковое, что там, что там. И объективы у них шли Vega 7. Вот такие 7E, 7. Я вам даже покажу. Альфа. Вот сравните Альфа и Киев. Альфа полуавтомат. Тоже Киев 16, Альфа полуавтомат. Единственное, что здесь зарядка идет вот такими кассетами. А тут у нас идут обычные стандартные бобинки 30-метровые. То, что объективы у них взаимозаменяемые, и комплектация у них шла одинаковая. Практически одинаковая. Вот в этом варианте тут еще фильтр, он тоже в отдельной коробочке был, я его сразу прикрутил. И вот это, коробочки одинаковые, видите, да? Дальше шли удлинительные кольца. И здесь тоже вот они. Комплектация одинаковая. В комплектации еще должен был быть вот такой вот переходничок на М42. Но тут его не было, не оказалось. Мне досталась кинокамера. А здесь она присутствует. Но можно ее использовать и сюда тоже. Так что такая получилась даже немножко двойная комплектация, почти без зеленого фильтра и без... объектив я такой же самый от этой кинокамеры немножко подиспортил. Есть там видео у меня, называется Vega 7E. Давайте сразу ее сравним еще с Красногорск кинокамерой по размеру. Красногорск такой тяжеленький. Вот примерно вот такая вот разница. Красногорск такой. И вот такая вот кинокамера Киев 16E. Давайте посмотрим, что она у нас может делать. Можно автоматически настраивать подпленки от 11 до 350 ISO. По новому стандарту это 400 единиц. 350 это по ГОСТу. А по теперешнему, по ISO, это 400 соответствует. Теперь же может она снимать покадрово и с частотами 16, 24 и 32. Рукоятка со старой резьбой у нас тут. В общем, друзья, крутил-вертел эту рукоятку. И видите, здесь такое есть потайное место. И вот я не могу понять для чего. Так как обычные светофильтры сюда не входят. Они не помещаются по диаметру. То есть они больше. Возможно, рукоятка не родная. Так, нет, вроде должна быть. Все соответствует. Вопрос. Это я совершенно недавно обнаружил. Буду думать. Ремешочек. В комплекте шла вот такая вот сумка для переноски. Вернее, она не сумка, а чехол просто, потому что здесь нет
за что цеплять. Тут все вот за счет вот такого длинного ремня. Вместо этого он меняется и можно носить. Давайте еще снизу пройдемся, что у нас тут. Так, насколько я помню, это у нас для дистанционного, то есть для внешнего питания. А это у нас для съемки покадрово со вспышкой, вроде бы так, если я не ошибаюсь. Там есть инструкция. Ну вот тоже, кстати, вот такие крокодилы, видимо, шли в комплекте, но тоже и в комплекте не было. Вот таким-то образом соединяем, и можно питаться 6 вольтами отдельно. Да, рассчитано на 6 вольт. 6-8 вольт, вот так вот примерно. От 6 до 8 по инструкции как бы. Так, здесь мы разобрались. 11. Меняется путем вот этим внутренний диск. Меняется. Он так перещелкивается. И, это частоты у нас. Еще здесь такая есть особенность, то есть когда мы поворачиваем в крайние противочасовой стрелки положения этого маркера, то глядя в видоискатель, мы там видим, что стрелка ушла в правую сторону, значит, не знаю, как там правильно, но, в общем, батарея, значит, заряжена. Я еще с этим не разобрался, но я как бы больше доверяю тестеру, да и все. Так, эта сторона вроде бы все, вверх. То есть она очень, видите, такая простая, как бы. В то же время в ней вроде все и есть. Здесь счетчик метров. То есть сколько у нас отснято? От 0 до 30. То есть она когда работает, значит, метраж у нас плюсуется. Не в обратную сторону. Долгое время думал, какие же аккумуляторы сюда применить. И у меня обнаружились, оказывается, есть феррумные. 3 штуки у меня было аккумулятора, есть они у меня. Ну вот я 2 из них соединил по 3,3 вольта, в итоге выходит там 6,6 вольт. Ну, в заряженном состоянии чуть больше, там где-то 7 с лишним. Вывел балансир и само питание. Корпус у нас тут плюс. Точно так же, как вот в спорт, кинокамерах спорт. Вот это вот корпус, он является плюсом. Так вот я вышел из этого положения. Сюда в идеале подошли бы феррумные аккумуляторы. Сейчас я вам покажу их. Их даже можно сделать последовательно, параллельно. То есть, грубо говоря, вот так и еще такую же. То есть эти идут последовательно, а еще 2 аккумулятора параллельно. Тут даже больше можно вместить. Видите, сколько здесь места. И отличие у них по диаметру. Видите? Если этот входит сюда очень тяжело, то есть, ну, как на пределе. То есть, если там проводок не попал под него. Тут я закрываю, она там давит на нее, но входит. То вот эти были бы вообще идеальны. Это феррумные тоже аккумуляторы. Чем хороши феррумные, то есть я там даю 6 ампер ток, и мне за 15 минут уже полностью их зарядил. Ну там даже меньше, 12 минут. Правда, здесь у нас остаточно где-то 800 миллиампер осталось. Эти у нас по 600 миллиампер, ну, то есть если мы делаем их еще последовательно, вернее, если еще параллельно такую же, значит, несколько штук, да, ну, прибавьте
600, плюс 600, плюс 600 и плюс 600. Там можно их тут разместить очень много. То есть хватит на очень надолго. Если раньше здесь были аккумуляторы 450 миллиампер и 900 миллиампер, то есть там были два различных аккумулятора, которые можно было использовать в этой кинокамере. Ну, я имею в виду итоговое, там очень много этих всяких аккумуляторов, но в итоге там выходило по, значит, 450 и либо 900, есть там варианты. То вот этого 800, конечно, хватит на, ну, я думаю, там на пленок 5 точно хватит. Хотя, как они пишут, по-моему, 8 пленок проходит там с теми, с 900-ками. А вот эти, если их вот впаять сюда, целую кучу можно. И чем хороши ферромные, тем, что можно заряжать очень большим током, и практически там за 15 минут у вас уже кинокамера готова к бою. В отличие, например, от литий-ионных и менее опасные. Не взрываются, ничего. То есть ферромные в этом смысле очень хороши. Так, эту сторону видоискатель. Тут подкручивается диоптрийная коррекция под глаз. Внутри видоискателя мы видим, значит, такой вот, точно так же, как и в Альфа полуавтомат, тоже такой крестик посередине и матовое стекло. Матовое, в принципе, нормальное такое, легко наводить на резкость. То есть оно такое более такое, знаете, мат такой грубый, рифленый, как зерно. И очень, когда вот на резкость, тогда видно хорошо. То есть не сбивается, как бывает в некоторых кинокамерах, смотришь, вроде навелся, а все равно потом раз глаз адаптируется и уже опять перефокусируешься. А здесь нет, здесь получается бросает изображение на матовую такую вот поверхность, и уже на ней формируется изображение, резкое либо не резкое. То есть нет вот этого вот обмана зрения. Единственное, что вот надо навести здесь диоптрийную коррекцию под глаз, чтобы вот этот крестик и вот эта матовость, она была в резкости, и тогда можно наводиться на резкость. Естественно, наводить на резкость нужно при открытой диафрагме, потому что чтобы была яркая картинка. Вот отличие от альфа. Здесь не теряются у нас освещенность на пленке. Здесь в альфа полуавтомат полупрозрачное стекло, которое забирает один стоп. То есть вы померили внешним экспонометром, у вас вышло там диафрагма 8. Значит, нужно установить 5,6. А здесь померили 8, значит, у вас 8 и будет. И еще одна особенность этой кинокамеры, то, что здесь такой обтюратор, он шторный. Он не крутится, а он как шторка вверх и вниз движется под углом. Он, видите, вот так выглядит. Вот он такой. Интересный, да? Я даже сейчас вам запущу. Ну, не знаю, будет видно, не будет. На малой скорости. Вот так он движется вверх-вниз. Глядя в видоискатель, мы видим мерцание, точно так же, как и на камере. Красногорск тоже видно мерцание. Но это нам не мешает, в принципе. То есть сначала вы наводите на резкость, и потом закрываете диафрагму до нужной и производите съемку. 3 положения имеет. Буквочка П — это как бы, ну, предохранитель. Это не пуск, это именно предохранитель называется по тем стандартам. Потом тут вот надо обратить внимание, что вот в полунажатом состоянии ее вращать не стоит, потому что вы можете поломать этот верхний лимб. Тут он подкручен на один болтик. Одновременно он же и маркер. Немножечко так кверху приподнимаете и вращаете
на единичку. Единичка — это у нас покадровая съемка, то есть один кадр за нажатие. Вот так вот. И дальше у нас идет буквочка S, это съемка уже. Значит, смотрите, здесь есть такая вот особенность в этой кинокамере, что там есть, из-за того, что сделано, я ее разбирал, поэтому там профилактику делал, поэтому я знаю, внутри там есть такие две нажималочки. Они предназначены для того, чтобы в режиме одиночного, то есть видите, да, оно вроде как двигатель крутится, но он в холостую крутится. Он кадр сделал, но дальше он не двигает пленку. Это вот там такие две нажималочки есть. И здесь немножечко сделано так, на грани, скажем так. Они либо подточили, я смотрю, что там вот этот хвостик немножко подточили, он плохо потом цепляет вот эту вот вторую пластину, именно когда уже идет съемка. Поэтому здесь немножко нужно будет найти такое положение. То есть вот видите, да, двигатель крутится, но ничего не вращается. Поэтому чуть-чуть назад. Это именно по именно вот этой камере. В общем, вот этот вырез, вот этот вот штифтик отвечает за нажималку. И если он чуть-чуть повернут в другую сторону, вот там идут две нажималочки. Одна и там за ней вторая. Вот если он вторую не нажимает, происходит вот так вот. Вот так происходит. Она должна вон там ее. Вон она. Должна ее вторую нажимать. Если чуть-чуть повернуто вправо по часовой, тогда она не идет в зацепление, не толкает. Вот это вот. Возможно, его сильно отпилили. Может быть, чуть-чуть больше он должен быть сюда. Его кто-то на заводе, видно, отпилили плохо. Вот такая вот ситуация. Разобрался. Теперь открываем этот отсек, где у нас кассета находится. Интересно, что компактность кинокамеры именно сделали за счет вот этого вот движущегося такого ролика приемного. Ну и вот эти вот ролики вместо центрального барабана сделали два вот таких вот зубчатых барабанчика небольших. Еще здесь вот такая особенность, когда мы заряжаем кинопленку, вот здесь есть такой, оттягивается этот столик. Но он так вот как-то тоже сделан немножко, неправильно, наверное. Приподнимается вот. Раз, он поднимается. Для того, чтобы его в крайнее положение, нужно двумя пальцами. То есть толкать его вниз и оттягивать в положение для зарядки. Видите? Вот такая вот фишка. Теперь здесь есть такие вот, наверное, как объяснить, чтобы не сбрасывала пленку с зубчатого барабана. Такие прижималочки есть, такие, не знаю, как они называются. Но когда крышка закрыта, нажаты вот эти вот два стопора, и они уже заблокированы. То есть уже они не двигаются, не раскрываются. Как бы такая вот защита сделана. Очень все компактно, поэтому здесь надо следить, очень правильно зарядить именно кинопленку. Сейчас давайте я вам покажу, как устроена кассета. Я тут взял
Пленочку одну уже БУ, я имею в виду проявленную. Можно ли использовать одностороннюю? Да, можно использовать одностороннюю перфорацию, также и двухстороннюю. То есть, в этом смысле все прекрасно. В отличие от кинокамеры Киев 16S2, где можно только двухстороннюю. В Киев 16S3 уже можно применять одностороннюю и двухстороннюю. Так, ролик приемный и ролик подающий. Вот они вот так вот у них соединены между собой. Для того, чтобы, когда у нас рулон находится здесь, он по мере уменьшения и передвижения на приемную катушку, он сдвигается. Такая интересная кассета для того, чтобы сэкономить место. Зарядка идет, вот здесь есть два ролика на подаче и два на приеме. Всего 4 ролика. Между ними нужно. Особенно, когда вы заряжаете это в темноте. Ну, в смысле, конечно, в темноте заряжаете. Нужно не пропустить, чтобы не так, а именно между роликов пропустить кинопленку. Ну, тут несложно, в принципе, там, подрезать немножко уголком и пальцами уже можно проверить. Вот они, ролик чувствуется с этой стороны, ролик чувствуется с этой стороны. Это, естественно, все в темноте заряжается. Все, вытаскиваем пленку и одновременно ее назад возвращаем. Но здесь уже в другую щель, она сама зайдет между роликов. Это не проблема. Есть пружина такая. Ее можно немножечко вот так сдвинуть в сторону, завести кинопленку и потом все это вместе прижать. Ролики не подходят, поэтому смотрите, не теряйте. Я там один меня достался без одного, пришлось самому мудрить. Если подающий там в принципе не имеет значения, там просто, то здесь есть у нас вот четырехгранник такой. Вот он здесь. Поэтому ролик не теряйте, короче. Все, вот так вот она заряжается. Эмульсия у нас здесь внутри. Здесь выходит эмульсия наружу к объективу. И заходит снова эмульсия уходит на внутреннюю часть намотанного вот этого приемного барабанчика. Теперь аккуратненько нужно вот попасть вот этими двумя вырезами на кинопленку, чтобы не задавить ее как-то так. То есть вот так вот в темноте вот почувствуйте, что она у вас вошла, и после этого закрываете. Когда кинопленка заряжена у нас в транспортном положении, без съемки, то одевается вот такой вот защитная такая скоба. Она, кстати, такая ненадежная. Ее или по размерам она не совпадает немножко. И она, вот у меня там есть одна, она лопнула. То есть ее перекалили или что. Такая как подпружиненная хорошо, но она вот лопнула. Для чего нужно? Потому что здесь все-таки небольшие щели остаются. И если какой-то более прямой источник света попадает, то может попасть в кассету и засветить какую-то часть кинопленки. Это, как бы, я считаю, недостатком. Сделано немножко, для транспортировки кинопленки это хорошо, конечно, что нигде там нету дополнительных угловых вот этих изломов всяких. А вот для того, что может засветиться, то сделали вот такую просто скобу. Заряжать нужно в приглушенном каком-нибудь месте,
либо пасмурная погода, там, либо немножко своим телом прикрыть, чтобы солнце не попадало, прямые лучи. Ну, ничего не поделаешь. Там немножечко, если там засветится, не страшно. Значит, вот мы померили вот это расстояние. И такая у нас получилась петля. Одеваем вот этим вот отверстием на этот штыречек у нас приемный. Но я как бы не до конца ее одеваю. На штырек посадил, но не до конца. Потому что нам нужно все одновременно как бы так. То есть оттянуть столик. Можно, в принципе, вот так завести. В общем, надо тренироваться. Тренироваться для того, чтобы... Так. Что вот эти у нас оттягиваются во время зарядки. Можно подкорректировать петли. Но потом надо будет обязательно проверить, вот, туда-сюда поводить, чтобы у нас здесь зацепление было. Теперь здесь у нас, чтобы на зуб попало. Так, сейчас я... Так. Все здесь попало. Петли делайте побольше, потому что я первый раз сделал тест и немножко маленькую петлю сделал. Не хотел, чтобы оно касалось вот этих дел. Так вот, лучше пусть оно немножечко касается. Так оттянуть и на одну перфорацию увеличить, чтобы оно не касалось вот этого места и не было потом смазанного изображения. Все, дальше проверяем приемный. И теперь можем на 16 кадрах можно попробовать посмотреть. Так, ну кинопленка у меня здесь некоторые, возможно, там перфорации порваны, поэтому в грейфере может быть проблемка. Ну, сейчас вроде так, в принципе, заряжается более-менее нормально. Вот у нас кинопленка идет, все в порядке. Давайте посмотрим, как она у нас выглядит внутри. И включим потом на 24 кадра. Вот так она выглядит внутри. Включим ее на 24 кадра в секунду. Вот так она выглядит. Поднимается, потому что крышки нет. И на 32. То есть, видите, да, здесь увеличивается, здесь уменьшается, и одновременно пружиночка ее подталкивает вот к этому месту. Вот видите, вот так вот. Такая у нее схема, такое устройство для того, чтобы ролик этот будет увеличиваться, и он будет перекрывать вот это расстояние. И для того, а это уменьшается. И вот это вот такая у нас ползунковая система, она дает возможность вот этому ролику увеличиваться, а тому уменьшаться. Все, ну 24 кадра в секунду. Вот так вот она выглядит. В принципе, снимает нормально. Я сделал повторный тест, потому что первый я с петлями здесь немножечко, я же говорю, не угадал. Маленькие сильно сделал петли. И
Мне казалось, что вроде идет, но слух не было слышно. Вот в Красногорске там слышно, когда там петли уходят, там очень хорошо слышно, там начинает рвать пленку. Здесь изображение есть, но оно такое смазанное. Ну вот как видите, здесь проходит все в порядке. Лента протяжная. Если правильно зарядить, то до конца съемки у вас не должно ничего измениться. Закрывается. Как оно будет выглядеть с переходником на М42. Сюда можно вкручивать разные объективы, вот, типа вот этого. Вот он работает, ничего не мешает. Все, вот так вот выглядит уже с объективом Helios. Это у нас самый первый Helios 44М. Есть переключатель диафрагмы, то есть автоматическая либо мануальная. То есть здесь вот удобно, если вы, например, снимаете, знаете, что у вас диафрагма 8, но вам нужно срочно перефокусироваться, чтобы постоянно не бегать за диафрагмой, а просто переключатель. Переключаете и все. На других придется вот этот хвостик подблокировать для того, чтобы всегда было, я имею в виду, где нет такой возможности. На Пентаконе тоже есть такая вот ползунковая переключалочка на мануал и автомат. Поэтому для кинокамер типа Красногорск и всех остальных вот таких вот желательно приобрести именно вот с такой возможностью переключать диафрагму для фокусировки. То есть вы сфокусировались, потом раз включили на ту диафрагму, которую вы уже установили. И все. И продолжаете снимать. Так она выглядит. С ним это впервые прикрутил, я не пробовал снимать. Но по кинокамере Альфа полуавтомат я знаю, что фокусировка именно зеркальная работает отлично. То есть я считаю, что и здесь будет работать. Даже по цвету, кстати, немножко окрас похожий. То есть значения метража могут не совпадать, но даже может быть там, например, в бесконечность, может не дойти до бесконечности, но за счет того, что есть у нас это расстояние гиперфокальное, да, то и бесконечность сработает здесь хорошо. По метражу может чуть-чуть не совпадать из-за того, что отрезки там чуть неправильно, подстроены под разные. Здесь не пробовал. Вот сейчас сфокусировался, да, примерно чуть больше 2 метров до того места, куда я только что сфокусировался. В принципе, здесь вот с этим объективом рассчитано правильно вот это расстояние.
А это чешские от Меопты. В смысле, это Меопта, так как это называется, сейчас скажу. Да, Меопта Larger 12,5. То есть здесь может фокусировка, я имею в виду маркировка, градуировка метража не соответствовать по метражу, как вы замерили через зеркало. То есть нужно доверять зеркалу именно. И здесь тоже, и там. То есть то, что у вас показало зеркальный замер фокусировки, вот это будет самое правильное. Не по метражу. А вот с советскими объективами возможно, что метраж будет соответствовать. Здесь вот соответствует точно. Я замерял тоже так вот. 2 метра, значит, здесь 2 метра показывает. То есть можно здесь даже рулеткой. А вот уже другие, я говорю, что от чешской вот этой кинокамер объективы уже там надо уже только по зеркалу. Либо где-то, ну, я не думаю, что он стоит менять что-то, там, рабочий отрезок, вот этот я имею в виду. Хотя можно и поменять, если есть токарь толковый, то можно немножко там либо добавить, либо убрать немножко. Так, там, если у нас там получается в бесконечность не попадают, там больше макро идет, значит, да, значит, нужно немножечко убрать. Ну, получается немножко, чтобы объектив сел больше. Но зато тут как в макро снимает уже ближе, чем вот написано здесь 0,3. На самом деле можно снимать с очень близкого расстояния. Да, вот с такого расстояния, это у нас сколько здесь? Ну, где-то 25 сантиметров. Чуть-чуть меньше, чем. В общем, когда я залазил, немножечко сбил регулировку. Начал там подкручивать немножечко, хотел поджать чуть-чуть и сбил немножко частоту съемки. Поэтому уже так я уже добился скорости в 24 кадра в секунду. Тут почти 23 там почти вот 24 кадра в секунду я добился. А вот 16 у меня получилось 14 с лишним, около 15. И 32 я тоже, 33 у меня получилось, это так. Уже не стал менять, потому что если мне нужно ускоренное, то как раз будет сильно ускоренное. И если мне нужно будет замедленное, то будет такое хорошо замедленное. Поэтому мне самое главное 24 кадра в секунду, чтобы соответствовало. И все. Там не проблема, там такой ползуночек идет. И на нем идут болтик и контрольная шайбочка такая. И все за счет этого болтика. Единственное, что нужно, каждый раз на видеокамеру я снимал и считал количество оборотов, сколько, чтобы соответствовало потом в итоге 24 кадрам в секунду. То, что обтюратор здесь, в отличие от альфы, где там стекло можно, то здесь уже лучше. И цена. Это стоило 240 рублей. Альфа полуавтомат. А это 560 вроде, что-то такое. Больше, чем в 2 раза дороже. Вот эта кинокамера. Компактная, если без ручки, можно даже в большой карман положить. Вот видите, она у меня в руку помещается. И это 16 миллиметров. Это 16 миллиметров. Сейчас я вам покажу. Супер 8. Давайте мы сравним с кинокамерой кварц. Немножко больше. И даже она уже. Чуть-чуть. Видите? Так, если сравнивать, то она даже уже. За счет вот этого, может быть, единственное, что габарит увеличен. А так 16 миллиметров, 30 метров.
и 15 метров Супер 8. Фильтры тут у нас в комплекте 35,5 на 0,5 и кратность его 2. И зелененький. Тоже кратность у него 2, Ж, З, желто-зеленый, значит, получается. То есть немножко не полностью зеленый, а желто-зеленый. Удлинительные кольца. Интересно на самом большом, как близко он будет. Вот здесь как бы не стеклышко, как в Альфе. Уже как-то более смелее можно крутить, менять объективы. А там все-таки я вот больше так, знаете, как с опаской к этому всему. Не, ну тут реально, вот смотрите, вот такое расстояние. Сейчас вот именно к надписи сейчас я вам покажу. Вот надпись я увидел, то есть практически тут полсантиметра на большом. Еще что я могу сказать? То есть я вот эта надпись «Внимание», типа, она у нас вот эта надпись она на весь экран. То есть вот столько вот он, вот такого расстояния, это сколько здесь, ну, меньше сантиметра можно снимать макро на самом большом удлинительном кольце. В видоискателе есть помимо вот этого крестика, да, внизу есть еще такой вырез. И вот нужно попасть, чтобы стрелочка была, то есть диафрагму, когда вы уже сфокусировались, после этого крутите диафрагму до тех пор, пока у вас стрелочка не установится между, ну, вот в этом вырезе. Это будет, соответствует, я снимал на кинопленку, который 11 ISO, и попробовал, именно воспользовался полностью, доверился автоматике кинокамеры, она совпала. То есть получились кадры хорошей плотности, правильные, имею в виду, не пережаренные, не недотянутые. Так, что у нас? Это у нас средненький, да? Ну, сейчас самое маленькое удлинительное кольцо. Посмотрим, на каком расстоянии. Замер экспозиции работает в порядке. Вроде бы вот она старая, не помню каких годов, но работает она справно. То есть стрелочка ходит. И в Альфа полуавтомат тоже. Но там нужно отдельно батарейки типа RC53, либо аккумуляторы, вот как я купил. Аккумуляторы на 1,2 вольта, и они заряжены, получается где-то тоже 1,30 с чем-то вольт, и более-менее уже хоть ближе к тому, что можно. Так, что у нас тут по макро? Ага. Тут по макро, вот самое маленькое кольцо, вот экран весь полностью батарейка. Все, от края до края. С этим объективом. Конечно, с разными объективами по-разному будет показывать. Ну, вот там чуть-чуть еще пару миллиметров есть по краям. Вот это его изображение в макрорежиме. Так что кольца работают хорошо. Можно снимать мелкие какие-то надписи или там микромир какой-нибудь, там насекомых. Через удлинительные кольца. Ну, достаточно, я же говорю, что вот этого маленького кольца, ну, может быть, еще вот такого иметь в наличии, и все.
эти уже совсем лишние, это они очень крупно. Так, все вроде бы вам рассказал. Если что-то интересует еще, спрашивайте, задавайте вопросы, потому что, может быть, что-то я выпустил из виду. А вот это крайнее положение, когда идет замер батареи именно. То есть вот в этом против часовой мы крутанули. То она вышла вообще из маркировки 11 против часовой. И вот стрелочка у меня ушла в правое крайнее положение. Ну, как бы я еще до конца не понял, как это у них там по инструкции, что это имеется в виду. Но в этом положении единственное, что нельзя долго держать, потому что оно постоянно как бы замер идет. Поэтому нужно вернуть в то. Им батарею посадит. Поэтому нужно вернуть в положение ваши 11 там или сколько у вас там. А еще здесь тоже, в зависимости от частоты съемки, можно установить. Так, 350. 350, да. А вот так, положение 24 кадра в секунду у вас здесь не выйдет установить 400, только 250, ну 350, 250. И при 16 кадрах в секунду только на 180. Экспонометр питается от батареек, и нужно уходить в предохранитель, чтобы кнопка у вас была неактивная. Еще давайте я вам покажу покадровое, как у нас. Мне нравится, что она компактная. Мне нравится, что тут можно установить 30 метров, в отличие от кинокамеры Киев 16 S3, в которой можно только 15 метров в кассету. Там тоже кассеты идут. Потом здесь мы хоть как-то можем контролировать петли. То есть в любой момент можем открыть и увидеть, петли ушли, не ушли. А в Киев 16 S3 там, в принципе, если петли уйдут, там она просто встанет и все. Здесь можно как-то подправить и будет продолжать снимать. Теперь то, что есть электрический привод, это значит, что мы можем снимать какое-то интервью бесперерывно, пока вся пленка не уйдет. Это тоже очень хорошо. И значит, что здесь постоянно частота кадров идет. Не зависит от того, от мощности взведенной пружины, да, где в конце возможные кадры замедлятся. Здесь все-таки постоянная частота кадров. Это как бы по электрическим. По электрическим это, я же говорю, что можно всю пленку, то есть не переживаешь, что у тебя закончится в какой-то момент завод пружины или еще что-то, какой-то ответственный момент. Единственное, что нужно следить, возможно, нужно сделать второй комплект аккумуляторов, если где-то выезжаете на съемку, всегда нужно умножать на 3. Если вы едете снимать на час, берите на 3 часа. Это касается что киноматериала, что батареи. Что еще? Из недостатков, вот это то, что я вам показывал, вот здесь вот немножечко с этими нажималочками, там регулировки
не сильно точный. То, что по достоинствам, то, что у него экспозамер идет от этих же батареек. И кассету можно в любой момент поменять на, например, черно-белая, цветная, или там негативная, позитивная, там, обращаемая. И вот это тоже как бы достоинство. Единственное, что нужно будет на каждой кассете записывать, сколько метров отснято, приклеить бумажечки и помечать, какая у вас кинопленка и сколько вы отсняли на ней. Потому что счетчик будет сбрасываться. После того, как вы вынимаете кассету, у вас рычажок вот этот уходит в крайнее положение, и он выводит из зацепления механизм отсчета метража, и он сбрасывается на ноль. Еще забыл сказать, здесь место для тросика есть. Видел в продаже вот эти вот, без вот этого вот, без этой кнопочки. Это значит, что вот этот болтик плохо был зажат, и он просто отлетел. Нужно тогда перед тем, как вот обратите внимание, если он вот как у меня сейчас болтается, я, наверное, посажу его на какой-нибудь... Я просто разбирал, поэтому регулировал. Поэтому я еще не занялся этой кнопкой, но я ее, наверное, приклею на двухкомпонентный клей, да и все. И закручу. Она у меня застынет и будет в таком положении. Потому что видел, что вот без нее, то есть как бы не проблема, но уже нужно самому вытачивать, потому что переключалка, ее нужно так приподнимать, для того, чтобы переключить от предохранительного положения в режим съемки. Когда пленка заканчивается, в принципе, вы можете услышать это. Я еще, знаете, иногда делаю такие хитрости, я беру в конце пленки ее вот так вот, какой-нибудь типа гармошечкой делаю, вот так вот. И тогда, когда она проходит через этот тракт, она либо застревает, либо вот слышно будет такой, знаете, щелчок сильный. И тогда уже не ошибетесь, что у вас кинопленка закончилась. Ну что, друзья, сегодня вот такая вот была у нас кинокамера Киев 16E. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Кто хочет помочь там для его развития, можете помочь. А так, всем мира, добра и до новых встреч.